Всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сердечки вам посылаю. Вас уже почти 1,1 тысяча. Я безумно рада, что мой канал настолько быстро растет и находит отклик в ваших сердцах. Спасибо вам за это огромное. Ну а сегодня у нас будет рубрика «Страшные истории», ваши любимые страшные истории. Но сегодня история будет всего одна, и ее мне рассказала моя подписчица Валерия Блэк, за что ей огромное спасибо. И, если честно, ее история просто повергла меня в ужас и шок. Вот, запасайтесь вкусняшками, чем-нибудь холодным, потому что на улице стоит просто адская жара. И всем приятного просмотра. Эта история началась с этого сообщения. Привет, Даша! Хочу тебе рассказать свою историю, которая происходила со мной в период лета 2011 года по лето 2012 года. Тогда я была еще не замужем и жила одна в своей двухкомнатной квартире, а мама, выйдя повторно замуж, переехала жить к мужу в другой город. Нет, ну как одна, с двумя взрослыми котофеями, пушистыми, интеллигентными, Лораном и рыжим разбойником Михаилом. Еще и бабушка собралась отдыхать на море и подкинула мне свою кошку Асеньку. Кошка безумно избалованная и своенравная, но больше с ней некому было остаться или пришлось бы тащить ее с собой за 1000 километров. По известным причинам, чтобы избежать разных неприятных ситуаций, Асю пришлось изолировать от всех моих животных, поселив в отдельной комнате, то есть у меня. Благо, дамой она была культурной и не доставляла абсолютно никаких проблем. Был уже довольно поздний июльский вечер, жара стояла просто невероятная, не спасали даже распахнутые настежь окна. Спать я легла, не раскладывая дивана, а тогда у меня был такой старый, советский, раздвигающийся в ширину, а не в длину, как современный диван. А Асенька, сочтя ниже своего королевского достоинства спать рядом со мной, умостилась на кресле возле окна. Из-за жары уснуть не удавалось, а в голову лезли разные мысли, сами собой решались глобальные проблемы. Вот за этим занятием меня и застало нечто. В один момент я явно ощутила, что позади меня кто-то лежит. И этот кто-то был вполне нормального человеческого роста, и я вдруг ясно поняла, что это мужчина. Не почувствовала, а просто как-то поняла на каком-то подсознательном уровне. Но только вот откуда в моем доме было взяться мужчине? В тот момент у меня даже парня не было. И вообще на сложенном диване умещался только один человек. Но этому на сей факт было явно начхать. Лежит и обнимает меня. Вскоре он вообще начал ко мне приставать, причем довольно-таки нагло. Меня же от страха будто парализовало, лежу и трясусь, как осиновый лист, а он, зная себе свое. И вдруг я почувствовала его руку рядом со своей, нормальную такую человеческую руку, не волосатую, когтистую, как часто описывают. Мысленно взмолившись: «Господи, помоги!», я собрала всю волю в кулак и со всей своей дури, которой в тот момент во мне было хоть отбавляй, вцепилась ногтями в эту руку. И на удивление все закончилось. Обиделся, видать, несостоявшийся любовничек, а на меня вдруг запрыгнула Ася, чего за ней ранее никогда не наблюдалось. Минут через 5 я, отдышавшись и отойдя от шока, на трясущихся ногах доползла до выключателя и врубила свет. Никого и ничего я, конечно же, не увидела, входная дверь была закрыта на ключ, не было ни малейших признаков присутствия чужих в доме. Разумеется, в ту ночь я уже не спала, благо у меня был отпуск и никуда не нужно было идти утром. С тех пор в моей жизни начался просто ад. Оно приходило периодически и уходило только после прочтения молитвы и всего лишь на неделю, иногда на 2. Мои попытки пообщаться существо явно игнорировало и на вопросы отвечать не желало. А дальше хуже. В коридоре, прямо напротив двери в гостиную, у меня висит зеркало.
а в двери полупрозрачное стекло. Так вот, сквозь него я начала замечать, как в зеркале время от времени мелькает какая-то тень. У всех котов алиби железное, они просто ростом не вышли, потому что зеркало висело достаточно высоко, и под ним не было ни тумбы, ни полки, куда могли бы запрыгнуть коты. Скажу больше, эти две тени видели и мои две подруги, которые оставались у меня на ночевку. Да и вообще, с зеркалом с этим, кстати, у меня уже не впервые проблемы. И у меня, и у мамы есть фото на его фоне, где явно видны какие-то черные завихрения. Причем ни на момент фотографии, ни в повседневной жизни отражаться там было просто нечему. Предвидя вопросы, хочется сразу сказать, что нет, в квартире до нас никто не жил, и мы въехали в абсолютную новостройку. Квартира также была освещена. Не помогла ни святая вода, ни ладан, ни свечи, привезенные для меня из самого Ватикана. Но все же был и один единственный прогресс. После того, как я стала постоянно носить освященный крестик, оно хоть и не пропало, но прикоснуться ко мне уже не могло. Так и стояла по ночам над кроватью, слушая, как я на него ругаюсь. Привыкла к тому времени, да и крестик уверенности придавал. Один раз даже показался мне. Ну, не совсем показался. Я видела темный силуэт на фоне окна. Это был высокий мужчина, вроде как в плаще, лысый, рогов у него не было. В последний раз он пришел ко мне в начале августа 2012 года. Постоял, как обычно, надо мной, а потом вдруг дотянулся до меня, я уж не знаю как, и сильно приложил головой о спинку дивана. Повезло, что она была мягкой, а то заработала бы я сотрясение мозга. За что он так, не знаю, но могу предположить, что за несговорчивость. Через несколько дней я начала встречаться со своим, теперь уже мужем, и до сих пор все в порядке, за исключением одного мелкого случая, о котором я расскажу далее. Кстати, крестик я вскоре потеряла, причем цепочка, на которой он висел, осталась целой, а сам крест пропал. Знакомый священник сказал, что он выполнил свою функцию и, растеряв защитную силу, ушел. То ли это так, не знаю, но других версий у меня нет. Далее будет повествование, о котором я и говорила ранее. Окна на ночь я всегда плотно зашториваю, потому что у меня такая привычка. В итоге получается, что в комнате практически кромешная тьма. Ну, это присказка. Так вот, просыпаюсь я однажды посреди ночи, от чего не знаю. Ну, рядом муж спит, дышит мне на ухо. Я маленько отодвинулась, потому как раздражает слегка. Блин, лучше бы я этого не делала. Потому как практически сразу я услышала третье дыхание. Вроде как человек глубоко, размеренно дышит. Доносился звук со стороны кресла. Ясен пень, я поднимаю голову, смотрю. Что такое? Естественно, ничего не вижу. Вдруг дыхание это смолкло, будто меня заметили и затаились. Кладу голову на подушку. Через минуту ситуация повторяется. Опять поднимаю голову, ничего и никого, и дыхание смолкло. Мужа будить неохота, всматриваюсь в темноту, а про себя уже ругаюсь благим матом, ничего понять не могу. Примерно полчаса так маялась, потом уснула, замучившись изображать из себя неваляшку. Как выяснилось утром, в ту ночь мужу снился какой-то кошмар, которого он, к сожалению, толком не запомнил. Замечу, что фильмы ужасов он на дух не переносит, считает полным бредом. Мистические истории не читает и подавно, так как вариант «что-то посмотрел, почитал перед сном» не прокатит. Я только радуюсь, что есть у меня эта несчастная привычка затягивать шторы, ведь неизвестно, что я могла бы увидеть, будь в комнате хоть немного светлее.
Вот такая история произошла в жизни у Валерии. Обязательно поддержите ее в комментариях, напишите, что вы думаете на этот счет, случалось ли у вас когда-нибудь что-то подобное или нет. А Валерии я хочу пожелать только сил, чтобы это в ее жизни больше никогда не повторялось. И хочу сказать большое спасибо за то, что она рассказала мне эту историю, доверила мне ее, разрешила поделиться ей с вами. Это безумно ценно. Я очень жду всегда все ваши истории из ваших жизней, из жизней ваших родителей, мам, пап, там, бабушек, родственников, абсолютно любые. Очень ценю, что вы доверяете их именно мне. Хочу сказать каждому большое спасибо за просмотр. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайк под это видео, подписывайтесь на мой канал. Ну а сейчас пришло время прощаться. Я вас целую, обнимаю и до скорых встреч!